Mercedes Vito NW639. Сегодня вам покажу, как 2013 года. Покажу, как поменять сцепление. Дети уже чуть-чуть стал разбирать. Вот. Так что для начала я открутил кардан тут. Стоят там вот такие вот звездочки. Звездочка Е14. Вот. Открутил сначала тут, потом расслабил кардан там, подшипник открутил, тут перемычку снял. Решил кардан полностью не снимать, его просто в бок откинул. Вот. Потом, когда подслабил, подокрасил коробку. И потом уже стал опору откручивать коробки. Вот, на 4 болтах она стоит, на обычные болты на 16. Вот такие. 16 миллиметров. Вот. Потом придется выкручивать тяги. Сливаем масло, откручиваем всякие проводки, все отключаем от коробки. Ну, вы сейчас будете видеть, как это все происходит дальше. Вот видно, как тяги раскрутил. У меня еще вот это отвалилось, правда. Я поставил, что тут болтается. Я бы смазать, конечно, но потом смажем. Вот сейчас я совсем чуть-чуть послаблю болты по коробке. Потом, не знаю, видно или нет, вытащу этот штырь, чтобы слить масло гидравлического сцепления. И после этого вот эту коробку дальше снимать. А сейчас просто по кругу расслаблю. Там звездочки идут на Е14. Вот, ими сейчас буду послаблять везде коробку. Я уже скинул коробку. Она сзади меня лежит. Подшипник сразу же рассыпался после того, как снял. Он был рабочий, но после того, как снял, он сразу рассыпался. Вот. Ну и в итоге, что же за проблема? У него биение было очень жесткое. К сожалению, машина плохо заводилась. Поскольку была проблема со стартером тоже. Вот. Выявлено, что провод надо массово под замену. Он растерся об коробку. И само сцепление, как оно выглядит. Я ничего не трогал, как снял, так и показывал вам. Вот в таком оно состоянии. Не
знаю почему так. Скорее всего, когда коробку снимал, может его так покривило. Но смотрите, какое у него биение, чтобы вы понимали. Представляете, так как его била эта машина? Смотрите, снизу. Так что сейчас разбираем дальше и смотрим. Ну, это болтики открутил. Сейчас нужно будет немного быть аккуратней, потому что корзина на этой машине, возможно, будет немного тяжеловато. И, ой, кстати, не знаю, заметили вы или нет, как упали два кусочка металла. Вот они. Такие два куска упало. И смотрите, какое сцепление. Его прям прокрутило. Болты. Аж нормального доступа нету. Сейчас я покажу. Смотрите. Вон видно кусочки. Ну, сейчас буду пытаться откручивать. Ну вот я даже достал сцепление. Двухмассовый маховик. Не знаю, было видно или нет, как я его снимал. Было очень тяжело, потому что появилась выработка. То бы сместилась, и ее было очень тяжело поставить обратно. Ну, короче, бил как-то, получалось. Но где-то минут 20 потратил, чтобы только маховик открутить. Потому что болты стояли очень неудобно, косые. Вот. Вот такой он. Это у нас Саш. Сцепление видно. Вот. Ну, видно, но убито уже все. Такая выработка у него, так биение шло, что вот так вот он сзади выглядит. С такими рысками. Не знаю, под датчик. Вот так он должен выглядеть. Это у нас Mercedes Vito 2013, конец 2013 года. Вот диск какой. Вот номер есть. Мерседесовский диск стоит. Вот видно знак Mercedes. Вот его оригинальный номер. Если кому-то понадобится. А001 252 58 05. И это у нас, если вы посмотрите, Лукас. Даже как интересно, валовый мотор, двухмассовый мотор это Саш, а сцепление Лукас. Что-то я не припомню такого, чтобы я встречал, что было две разные марки. Может, это, конечно, подразделение, какое Саша или Лука, этого я точно не знаю, но я думаю, это вряд ли. Ну, странно, первый раз такое, что две марки разные стояли. Ну, вот. Диск подгоревший немножко. Видно, может быть, какая выработка. Вот шла, перегрев металла. Ужасный звук, конечно, был. Обидно, что не заснял, но машина плохо заводилась. Заводилась, может, раз за 30 раз, потому что этот стартер надо делать тоже. Ну вот. Кстати, тут тоже Лукас. Что интересно. Ну вот так вот.